В меру сладкий, не сухой, не клеклый, очень интересный, пышный пирог, кекс или кулич из пахты. А еще и с начинкой. Вкусно и аппетитно. Всем привет! Вы на канале Home Food. Подпишитесь, если вы еще не со мной, и давайте скорее готовить. Отправляем в чашу для взбивания 200 грамм мягкого сливочного масла, 150 грамм сахарного песка и 1 пакетик ванильного сахара. Взбиваем миксером до пышности и побеления. После чего добавляем яйца поочередно. Всего понадобится 6 средних яиц. Миксером продолжаем взбивать. Все необходимые продукты должны быть комнатной температуры. Достаем их из холодильника хотя бы за пару часов до начала приготовления. Перемешиваем продукты до однородности. Теперь к муке в количестве 350 грамм всыпаем 16 грамм разрыхлителя. Размешиваем. И полностью всыпаем к основным продуктам. Начинаем замешивать тесто лопаткой или также при помощи миксера, но уже с другими насадками, предназначенными для вымешивания более густого теста. На незавершенном этапе добавляем еще 200 мл пахты. И уже после вымешиваем тесто до конца, а точнее до однородного состояния. Все готово. По консистенции это тесто получается средним, не густым и не жидким, гладким и пышным. В качестве начинки у меня сегодня консервированная слива и смесь различных сухофруктов. По количеству не скажу, делайте на свой вкус и предпочтение. Чем больше наполнителя, тем вкуснее. Буду выпекать в двух формах. Одна для кекса, а другая разъемная 20 см в диаметре. Смазываем формы сливочным или топленым маслом. Перекладываем тесто по формам и равномерно распределяем. Затем дополняем тесто начинкой. В первом варианте у меня курага, груша и изюм. Курагу и грушу порезала предварительно на мелкие кусочки. Изюм замочила в кипятке, а после обсушила бумажным полотенцем. Во втором варианте дополняю консервированной сливой, порезанной на дольки. Это также могут быть консервированные мандарины, персики, абрикосы или груши. В любом случае будет вкусно. Выпекаем наши куличики в разогретой до 180 градусов духовке до готовности и красивого золотистого цвета. Около 30-40 минут. Ориентируйтесь исключительно по своей духовке. Проверяйте на готовность деревянной палочкой. Она должна оставаться сухой. Готовую выпечку можно украсить глазурью или сахарной пудрой. Я решила оставить как есть. Очень пористая и нежная структура теста. Рассыпчатое ароматное угощение. Получилось великолепно. Угощайтесь. Приятного вам аппетита! Понравилось видео? Подпишись, прокомментируй и поделись роликом с другом. А еще спасибо за палец вверх. Заходи в гости на мой ТикТок и Инстаграм. Ссылки снизу в инфобоксе. Всем желаю удачи в приготовлении и прощаюсь совсем ненадолго. До новых рецептов!
Пока-пока!